Привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить легендарный французский соус demi-glace, основу высокой кухни Франции. Нам понадобятся разные говяжьи кости. Обязательно нужно включить мозговые кости, кости с небольшим количеством мяса. И можно хвостик. И разные овощи. Поехали. Лучок я взял 5 больших. Режем вот так крупными кусками. Разбираем весь лук на лепесточки. Все косточки обмазываем томатной пастой. И в лучок томатную пасту. Делаем луку томатный массаж руками. Теперь кости и лук отправляем в духовку. Выставляем 230 градусов Цельсия или 450 Фаренгейта. Пусть готовится. А я пока порежу овощи. Морковь режем кусочками. Я приблизительно на 8 килограмм костей взял килограмм морковки. Но на самом деле пропорции все делают на свое усмотрение. Черешки сельдерея. Лук-порей. Используем только нижнюю светлую часть. Верхнюю зеленую я высушу для использования в других блюдах. Посмотрите, сколько грязи. Обязательно хорошо промойте. Белая часть абсолютно чистая. Но остальное нужно обязательно хорошо вымыть. Лук вынимаем из духовки. Вот так должно получиться. Немного обгорели, но не совсем изгоревшие. Кости нужно перевернуть. После того, как перевернем, отправляем в духовку еще на 20 минут. Соус demi-glace – один из самых известных классических французских соусов, который считается основой высокой кухни Франции. Его название переводится как полуглазурь или полуглянец, что связано с густой блестящей текстурой соуса. Demi-glace появился во французской гастрономии в XIX веке
Его развитие связывают с великим французским шеф-поваром Агюстом Эскофье, который систематизировал классическую французскую кухню и сделал демиглас одним из базовых соусов профессиональной гастрономии. Традиционно демиглас готовят очень долго, иногда до 12-24 часов. Основой служат запеченные говяжьи или телячьи кости, мясной бульон, овощи и томатная паста. После длительного томления жидкость выпаривается и превращается в насыщенный концентрированный соус с глубоким мясным вкусом и характерным ароматом. Во французской кухне демиглас используют как самостоятельный соус к мясу, стейкам, ребрышкам, утке и дичи, а также как основу для множества других соусов. Он придает блюдам насыщенность, густоту и ресторанный вкус. Сегодня соус демиглас известен далеко за пределами Франции и широко используется в европейской, современной авторской и ресторанной кухне по всему миру. Ну что, посмотрим? Заливаем немного воды. Обязательно очень горячий. Кости прикладываем в кастрюлю. Теперь переливаем в кастрюлю все, что осталось на дне формы. Лучок, морковка, лук-порей, сельдерей, несколько зубчиков чеснока, небольшой пучок тимьяна, пару лавровых листиков. 1 столовая ложка черного перца горошком и пучок петрушечки. Заливаем водой. Ставим на сильный огонь. Когда закипит, убавляем огонь на самый маленький. Теперь будем готовить 14 часов. И даже больше. Вот так должно томиться. Я томил 18 часов. Убираем все овощи. Сцеживаем с них соус. Теперь приступаем к костям. Трудноватенько. Овощи я выкину. Из мяса потом что-нибудь приготовлю. Теперь сцеживаем будущий демиглас. После процеживания переливаем в чистую кастрюльку. Сейчас у нас в кастрюле жидкости около 7 литров. Отправляем снова на плиту. Крышкой не закрываем. Когда приблизительно третья часть жидкости выпарится, охлаждаем и ставим в холодильник. Когда демиглас хорошо охладится в холодильнике, нужно убрать жир. Снова кастрюлю ставим на плиту.
Кипятим еще полчасика. После этого я разливаю по разным формам и баночкам. В пластмассовые формочки я заливаю для заморозки. Беру разные размеры формочек, чтобы потом использовать разные количества демигласа для приготовления разных соусов и блюд. В баночке я заливаю и консервирую в автоклаве, потом храню в шкафу. После заморозки я кубики демигласа выкладываю в zip-пакеты и храню в морозилке. Друг, благодаря твоим лайкам и комментариям YouTube будет продвигать наш канал. Если тебе нравятся наши рецепты, не пожалей пару слов, чтобы поддержать наше развитие. Живите вкусно, а я, как всегда, жду вас в гости снова.